Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на февраль 2024 года. Ну что, дорогие друзья, вот мы в феврале. И я не скажу, что этот месяц будет для вас простым, он будет одним из сложных. И здесь, пожалуйста, понимайте, что все ваши действия, которые вы приложите максимально для урегулирования конфликтов в феврале, они окупятся. То есть они окупятся, отношения станут интересными, да, если мы говорим про любовную сферу. Контакт и развитие в работе станет еще ярче, но для этого, конечно же, необходимо потрудиться именно духовно, душевно, что ли, я так могу сказать, да, найти в себе мудрость и силы именно как раз-таки для той самой коммуникации, потому что первая половина месяца будет из ряда вон сложной и напряженной. С точки зрения захочется свободы, захочется разрыва отношений, захочется бросить все в работе, в личной жизни, захочется, я бы так сказала, обнулиться, да, и здесь всему виной, конечно, Солнце в квадратуре с Ураном, сложный эмоциональный аспект, когда хочется бросить все, хочется стать эксцентричным, экстравагантным, в прямом смысле, вот все свои желания вытащить наружу, исследовать им, да, если это работа, то здесь максимально исказить, изменить все, что есть. Если это личная жизнь, и она где-то в каких-то местах не нравится, то тоже захочется все вот это вот так вот бросить, уйти в никуда, лишь бы только остаться свободной, да, вспомнить молодость, и как было весело и спокойно там в 20 лет, беззаботно. Ребят, сразу скажу, что это такая мощная квадратура, и она пройдет. Пройдет она, конечно, после Валентинова дня. С 15 февраля, ребят, не ранее станет чуточку полегче, выдохнется вот это настроение, я так хочу сказать, настроение, когда захочется, ну вот, истерить. То есть квадратура Солнца с Ураном — это в прямом смысле такая истерика, экстравагантность, такое выпячивание своих детских инфантильных качеств, да. Пройдет какое-то время, уже во второй половине месяца вы скажете: боже мой, что это было. Бывает на самом деле такое наваждение, поэтому здесь имейте в виду, что первую половину месяца держите себя под контролем. И если захочется запустить что-то новое, будет на самом-то деле сложно, потому что еще и уходящий лунный цикл до 10 февраля у нас старый лунный цикл, и новолуние будет у нас только 10 февраля, поэтому здесь понимаете, что еще даже 10 февраля будет вот это настроение бросить все, и новолуние у нас будет в Водолее, то есть это Солнце будет находиться в Водолее, абсолютно эксцентричное настроение бросить все, уйти, расстаться, в работе в том числе тоже, потому что Уран отчасти отвечает тоже за работу, за карьеру, за наше будущее, за нашу личную эволюцию, в прямом смысле он отвечает. И здесь, конечно же, что? Здесь понимаете, что если ваши движения бросить все будут очень яркими, да, то потом исправлять придется очень сложно и трудно. Подождите, запустится новый цикл, подождите 15 февраля, и станет прям полегче, хорошо. Там Солнце уже уйдет просто будет двигаться по Водолею, менять знак с Водолея на Рыбы, и там уже к 20 числам Солнце начнет подходить к соединению с Меркурием, с Сатурном, и это на самом деле такой момент, который заземлит. И здесь ни в коем случае не понимаете, что будет что-то очень сложно, очень тяжело. На самом деле тяжелая работа будет даваться хорошо, творческая деятельность, да, все, что связано с заграницей, с международкой, все, что связано с языковой деятельностью, с обучением, с учебой, с планированием, тоже все будет идти хорошо. Это вторая половина месяца, я бы так сказала, к концу февраля
после 20-х чисел, ближе к 25-м. И здесь уже понимаете, что и пиар, и реклама, и работа, и проекты, которые вы хотите, то есть там в своей работе какие-то новые дела вы наметили, и вот уже захотелось нормально, адекватно действовать. Конечно, в первой половине месяца все будет идти не по плану, максимально эксцентрично, максимально невероятно. Здесь имейте в виду, мои дорогие, что в этом плане февраль для вас будет очень сложный. Вторая половина месяца стабильна, более стабильная, чем первая. В работе намечайте, планируйте, делайте, реализуйте, и будет хорошо. Поэтому, ребята, если мы говорим про работу и что хочется сделать максимально ярко, продуктивно и плодотворно, несмотря на события, которые будут происходить в феврале, ну, то есть в мировом глобальном масштабе, понимайте, что вторая половина февраля для вас, она будет достаточно стабильной. То есть если мы отмотаем на март, то март это вообще будет месяц нестабильный. В марте будет все очень сильно меняться, очень много изменений, настроение будет вот такое скомканное по-разному, где-то ленное, где-то наоборот очень быстрое, ускоренное, да. Поэтому я бы основную ставку вот в этой весне, да, то есть из февраля, из марта, я бы делала, конечно, бы 2 недели февраля последней. Здесь прекрасное, стабильное, четкое планирование, следуйте по плану, то есть если вы хотите что-то сделать, не откладывайте это на март, в марте будет сложнее, помните, что еще в марте у нас коридор затмений, да, коридор событий, я его люблю называть, поэтому здесь понимаете, сложный будет в принципе март, и если вам весной квартально нужно что-то сделать, то, конечно же, тогда февраль. Сделайте заранее для того, чтобы потом быть расслабленными, быть спокойнее. Что касается сфер деятельности, в которых будет хорошо, то уже говорила, творческие проекты, если это глобальная международная реализация, поездки, путешествия, то это вторая половина февраля в том числе. Если вы работаете с цифровыми услугами, да, то есть если вы работаете онлайн через интернет, то работая в первой половине февраля, этот момент может давать разный результат. То есть, смотрите, здесь, конечно же, понимаете, что на планете около 800 миллионов львов, и у всех одинаково не может быть, да? У каждой в натальной карте проигрываются эти аспекты по-разному, да, есть общая тенденция, но у каждого все-таки есть свое время. Что касаемо первой половины февраля, то здесь результат может быть либо супер классно, ну, либо вот если вы запускаете один и тот же проект, вы работаете, например, от алгоритмов, если вы работаете на бирже, постоянные сделки, то первая половина февраля может давать либо супер классный вот такой эффект, да, поднятия, либо все точно так же останется. Поэтому понимайте, что можете рискнуть, если вы понимаете, что вы рискуете не всем. То есть, если у вас есть запас прочности нервный, финансовый и тому подобное, да. Если же вы понимаете, что с удачей у вас в последнее время так себе, тогда отложите, я бы так сказала, эти удачные проекты, да, на стабильное время. Но сами понимаете, от стабильного времени больших волн для вот таких проектов и реализаций, которые особенно водолейские, я бы так сказала, да, будет, я бы так сказала, сложно реализовать в стабильное время. Как раз таки они классно выстреливают на нестабильных аспектах. Поэтому, да, если вы можете позволить себе риск, то первые 2 недели. Если же нет, отложите их туда чуть-чуть подальше и попробуйте позже. В целом, поездки, путешествия, если вы хотите переезд, в том числе вторая половина февраля или же март. Или же март — прекрасное время для переезда, как раз Солнце соединится с Нептуном, будет дальше у нас в марте. Тоже хорошее время для действий, для переезда, для передвижения, для смены мировоззрения, смены круга общения, налаживания международных контактов, коммуникации, изучения языков в том числе.
Точно так же это и вторая половина февраля, но она получится более стабильной. То есть если вам нужно много коммуницировать, доставки, поставки, обучения, то вторая половина февраля прекрасное для этого время. Точно так же для запуска долгосрочных проектов, дел, работы, открытия каких-то офисов, открытия какого-то бизнеса. Вторая половина февраля тоже прекрасно. Действуйте и работайте, будет вам счастье. Что касается личной жизни. Абсолютно нестабильное время в феврале для вас, дорогие львы. Водолейский месяц, всем хочется свободы, всем хочется яркости, всем хочется эксцентричности, всем хочется свободы, максимальной свободы. Вам, конечно, хочется любви, страсти и отношений. И здесь, конечно же, прекрасное время для того, чтобы крутить романы. Если вы фанат таких легких отношений, недолгосрочных отношений, то февраль прекрасное для этого время. Если же вы семейный человек, то назначьте свидание своему партнеру, проведите время вместе, вспомните свои свидания, романы, которые у вас были 10, 15, 20 лет назад, 30, если вы живете столько лет в браке и смотрите меня, я очень рада, я знаю, такие люди меня смотрят, и это очень классно. Вспомните все, что было у вас, вспомните, какие были отношения, поднимите вот этот романтизм в них, потому что февраль очень сложный месяц с точки зрения коммуникации в отношениях. Захочется поругаться, расстаться, особенно к концу месяца, когда еще у нас будет Уран в квадратуре с Венерой, с Марсом, и здесь, конечно же, будет такая страсть, будет такая нервозность, претензии, в том числе ко второй половинке, да, но, ребят, понимаете, что это не от нереализованного Солнца. Здесь будьте, я бы так сказала, начеку и отдавайте отчет всем своим действиям, то есть вину за сказанные свои слова, обидные слова не переносите на партнера. Так бывает, просто понимайте, отслеживайте, что вы говорите своим вторым половинкам, это говорит о том, что вы говорите это себе, только признаться боитесь себе в этом. Поэтому, мои дорогие львы, все у вас будет в принципе хорошо, как говорится, мы все преодолеем в феврале. Главное общаться, говорить, коммуницировать, идти на контакт, не закрываться, не хлопать дверью, договариваться. Собственно, здесь, даже несмотря на то, что Уран будет в квадратуре с Венерой, Солнце будет в соединении с Меркурием, и здесь прекрасное время для того, чтобы договориться и не рушить все, что есть. Поэтому, дорогие мои, вот такой был для вас гороскоп на февраль 2024 года. Простите, что записываю его сегодня. Уже просто не хватило после годовых прогнозов времени у меня. Поэтому вот, как говорится, уж лучше чуть поздно, чем никогда. Поэтому я желаю вам, мои дорогие любимые львы, яркого, интересного месяца. Будьте внимательны в том, что вы делаете, в том, что вы обязательно говорите. Будьте внимательны на дорогах в том числе, потому что февраль еще и травмоопасный у нас месяц. Многие будут невнимательны. Плутон поменял знак, зашел в Водолея, и здесь, конечно же, он дает просто бурю, вихри эмоций, вихри энергии. И здесь люди будут очень сильно ускоряться. Это такой первый месяц ускорения, поэтому будьте аккуратны на виражах, будьте внимательны. Залог всего — это внимательность, да? Внимательность в жизни, внимательность на работе. Будьте внимательны в том, что вы подписываете обязательно, да? Хоть у нас и не ретроградный Меркурий, да? Ретроградный Меркурий ждем в апреле. Поэтому здесь понимаете, что сейчас просто вот такая игра планет, хоть и не ретроградных, но может вылиться вот в такие ошибки, которые придется потом долго исправлять, и они такие будут неприятны. Поэтому вот так коротенько рассказала ваш гороскоп на февраль. Ребят, конечно же, если у вас возникли вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Только оставляйте обязательно дату, время, место рождения и ваш вопрос. То есть вот эти три составляющие и вопрос, если вы хотите узнать что-то про себя на февраль этого года. Ребят,
А я благодарю вас. Спасибо, что были здесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. По классике, актуальные ролики в конце этого видео, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение. Точно там же будет и годовой прогноз на львов на 24 год, по месяцам в том числе. Да? Большое видео про Плутона, который, как говорится, у нас недавно поменял знак. И весь 24 год будет ерзать туда-сюда от Козерога в Водолее в ретроградном и в директном положении. В общем, много информации, есть что посмотреть. Надеюсь, что была полезна, ребят. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.